Привет, друзья! Сегодня в выпуске мы с вами подробно разберем, что изменится в ваших повседневных тратах в Германии и каким новым финансовым рискам со стороны государства и киберпреступников нужно готовиться, чтобы не потерять тысячи евро на ровном месте. Сначала экстренная тема для миллионов автовладельцев. Свежий официальный рейтинг надежности автомобилей на текущий 2026 год преподнес массу неожиданных результатов, тем самым изменив картину на рынке подержанных автомобилей. Мы посчитаем, сколько может стоить ремонт подвески у моделей, которые оказались среди лидеров по количеству дефектов, какие БУ марки могут потерять в цене на вторичном рынке Германии и почему же скромная японская малолитражка обошла по надежности некоторые популярные электрокары Илона Маска. Во второй части выпуска вас также ждет детальный разбор новой волны мошенничества через WhatsApp и электронную почту. Злоумышленники массово рассылают фейковые уведомления от имени торгового гиганта Amazon, а невнимательные пользователи за секунды могут потерять доступ к своим средствам на банковской карте. И под занавес важная финансовая тема от правительства Фридриха Мерца. С 1 июля вступает в силу новое базовое обеспечение, из-за которого получателям пособий придется внимательнее относиться к своим расходам и финансовым накоплениям. Вы узнаете, какие изменения планируются в системе выплат и как защитить свой бюджет от неожиданных последствий. Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, друзья, официальная статистика технических осмотров в Германии устроила холодный душ для сотен тысяч водителей, ведь из-за эксплуатационных ошибок, которые регулярно допускают многие из вас автовладельцы, можно за пару сезонов ускорить износ ключевых узлов автомобиля. Ассоциация TÜV совместно с экспертами автоклуба ADAC завершила обработку миллионов реальных протоколов техосмотра, представив детальный аналитический отчет. В этот раз под микроскопом инспекторов попали 216 популярных моделей машин, среди которых 18 экземпляров были, друзья, полностью электрическими. Результаты оказались тревожными. Около 21,5% проверенных автомобилей, то есть фактически каждый пятый автомобиль на немецких дорогах, не прошли диагностику с первого раза. Владельцам этих машин прямо на станции техосмотра было предписано устранить критические или потенциально опасные дефекты, что в целом хуже прошлогодних показателей и еще на 0,9%. Посчитайте сами, какими темпами стареет и изнашивается автопарк страны, ведь доля машин с выявленными техническими недостатками за год выросла с 0,8 до 12,3%. А это, друзья, означает, что пройти техосмотр без каких-либо замечаний сегодня стало намного сложнее. Однако на этом фоне выделяется абсолютный эталон надежности. Это скромный японский хэтчбэк Mazda 2. Завоевал титул безоговорочного победителя немецкого рейтинга. В самой престижной категории машин в возрасте от 2 до 3 лет лишь около 2,9% владельцев столкнулись с серьезными проблемами ходовой части или тормозной системы. Пока же владельцы менее надежных автомобилей сталкиваются с дополнительными расходами и снижением стоимости при продаже, обладатели именно этой модели чаще проходят техосмотр без каких-либо замечаний и экономят большие суммы, соответственно, на ремонте и обслуживании. Руководитель ассоциации TÜV Йохим Бюллер открыто отметил компактного японского лидера, подчеркнув, что эта малолитражка даже при солидном возрасте демонстрирует надежность, которая оказалась выше среднего уровня по всему рынку. Если же мы с вами разобьем победителей долгосрочной надежности по возрастным категориям, то на немецком вторичном рынке сформировался достаточно четкий список лидеров. Среди 4-летних автомобилей лучшим признан семейный Volkswagen Golf, Sportvan и кроссовер Volkswagen T-Roc, который удерживает высокие позиции и в группе 6-летних машин. Среди техники постарше в возрасте 8 лет лидирует уже Mazda CX-3. В категории 10-летних авто на вершину вышел минивэн Mercedes B-класса
А среди настоящих ветеранов, назовем это так, старше 20 лет, одним из самых стабильных оказался внедорожник Volkswagen Touareg. Хочу привести вам еще аналитику рисков от автоклуба ADAC. Старение техники постепенно и сильно, друзья, увеличивает нагрузку на владельцев. Ведь уже на втором техосмотре, то есть через 5 лет, бракуется примерно каждая 10-я машина, а среди 15-летних автомобилей диагностический бокс не проходит каждый 3-й. На вторичном рынке формируется большая разница и в стоимости между моделями с высокой и низкой надежностью. Да, друзья, и именно это сильнее всего влияет на падение цен у аутсайдеров, которые эксперты выделяют как наиболее проблемные на рынке Германии. Особенно это касается баварского премиум-сегмента моделей BMW 5 и 6 серии. В ряде возрастных категорий показывают одни из самых, друзья, слабых результатов по количеству выявленных дефектов. Бюджетный кроссовер Dacia Duster также стабильно оказывается в числе моделей с повышенным числом замечаний в отдельных возрастных группах. Среди самых старых автомобилей выделяются более проблемные экземпляры французского хэтчбека Renault Clio. Чтобы дополнительно подчеркнуть эту разницу между моделями по надежности, ассоциация TÜV впервые ввела, друзья, специальный кубок долгосрочной надежности для машин старше 10 лет. В этом рейтинге победу получил Mercedes с показателем дефектов 18,5%. Серебро заняло Audi с результатом 19,2%, а бронзу получила Toyota с уровнем около 22%. Но самый обсуждаемый технологический результат зафиксирован в секторе, друзья, электромобили, где модели Илона Маска показали наиболее противоречивые результаты в рамках исследования. Если такие электрические модели, как Mini Cooper, Audi Q4 e-tron и Fiat 500e продемонстрировали хорошую выносливость, а линейка Volkswagen ID удержалась на среднем уровне, то вот кроссовер Tesla Model Y показал один из самых слабых результатов в своей возрастной группе. Коэффициент дефекта в этой модели достигает 17,3%. Это один из худших, друзья, показателей за последние годы. Инспекторы TÜV зафиксировали повышенный износ элементов подвески, отдельные случаи коррозии тормозных дисков и периодический сбой системы освещения. Прошлогодний результат, кстати, Tesla Model 3 оказался лишь немного лучше. По оценкам сервисных центров, восстановление алюминиевой ходовой части после интенсивной эксплуатации на немецких дорогах может потребовать расходов порядка 3500 евро. Что, конечно же, существенно снижает экономический эффект владения этим автомобилем в отдельных случаях. А теперь, друзья, пришло время срочно переключить наше с вами внимание на масштабную цифровую угрозу в сфере кибербезопасности, где сегодня злоумышленники развернули активную охоту за деньгами немецких онлайн-покупателей. Авторитетная европейская платформа по защите прав потребителей Mimikama выпустила экстренное предупреждение. По всей Германии фиксируется резкий рост скоординированных фишинговых атак. Мошенники массово рассылают пользователям поддельные сообщения от имени службы поддержки торгового гиганта Amazon, используя в качестве основных каналов Gmail и популярный мессенджер WhatsApp. Любой доверчивый пользователь, который откроет подобное сообщение и перейдет по ссылке, рискует сегодня за считанные минуты потерять доступ к личным данным и столкнуться с несанкционированными операциями по банковскому счету. Главная цель этой схемы – под любым предлогом вывести вас, человека, за пределы защищенного официального приложения торговой площадки. То есть жертву настойчиво убеждают ввести личные платежные данные, пароли и коды подтверждения банковских карт. При этом уже на первом этапе внимательный пользователь может заметить признаки подделки. То есть в полях обратной связи мошенники указывают сторонние адреса электронной почты на бесплатных доменах Gmail и обычные мобильные номера для переписки. В этих сообщениях злоумышленники, как правило, не указывают конкретный номер заказа, историю ваших покупок или реальное обращение в поддержку.
Вместо этого на почту или в чат приходит общее уведомление или рекламное сообщение, которое настойчиво предлагает вам перейти по ссылке для срочной, друзья, срочной связи с вымышленной службой поддержки. Правозащитники из Мимикама подчеркивают, что такое сочетание сторонних контентов и отсутствие персональных данных является серьезным признаком мошенничества, поскольку официальные представители Amazon не используют личные почтовые ящики или сторонние мессенджеры для общения с клиентами. Запомнили? Чтобы не оставить злоумышленникам шанса получить доступ к вашим личным счетам, важно сейчас освоить базовые правила цифровой безопасности. Первым делом всегда внимательно проверяйте фактический адрес отправителя, который может скрываться за официальным названием. Мошенники нередко подменяют отображаемые имена, маскируя обычными подозрительные домены под легитимные сервисы. Если настоящая служба поддержки использует короткий и понятный для вас адрес, то в поддельных письмах часто встречаются такие длинные и запутанные комбинации символов, дополнительных слов и странных доменных расширений, которые могут указывать именно на сторонний источник рассылки. Второй важный признак подобных схем – это искусственное нагнетание срочности и создание давления на вас, на пользователей. Злоумышленник намеренно использует формулировки с ограничением по времени, требуя срочно перейти по ссылке или срочно подтвердить данные в течение короткого срока под угрозой блокировки аккаунта или ограничений доступа. Крупные торговые площадки, немецкие банки и государственные ведомства, как правило, вы знаете, я вам об этом говорил, не устанавливают подобный жесткий дедлайн через электронные письма или мессенджеры. Основная цель таких сообщений – это заставить человека действовать быстро и без проверки информации. В качестве базовой меры безопасности не переходите, друзья, по ссылкам из подозрительных писем и не нажимайте на встроенные кнопки без проверки. Используйте простой технический прием. Наведите просто-напросто курсор вашей мыши на ссылку, не нажимая ее. В нижней части экрана обычно отображается реальный адрес сайта, куда ведет этот переход. Если он не совпадает с официальным доменом компании, сообщение лучше правильно удалить. Запомните главное правило: серьезные компании не запрашивают никогда у вас пин-коды, одноразовые пароли, ТАН или полные банковские данные через сторонние сайты. Дополнительным признаком подозрительных сообщений может быть отсутствие персонального обращения и неестественный текст, который часто содержит, например, ошибки или выглядит как автоматический перевод, что помогает отличить такие письма от официальной коммуникации. А теперь, друзья, давайте разберем, как именно нужно реагировать на такие атаки, чтобы не потерять свои деньги из-за сетевых мошенников. Запомните еще одно главное правило безопасности: при получении любого подозрительного уведомления от имени торговой платформы включайте полное игнорирование. Запомнили? Категорически не рекомендуется отправлять ответное текстовое сообщение или, например, даже звонить по указанному в письме номеру мобильного телефона. Связываться со службой поддержки Amazon сегодня можно исключительно через их официальное мобильное приложение или самостоятельно вводя адрес компании в браузере смартфона. Кроме того, в ультимативной форме введите для себя запрет на разглашение пароля, каких-либо секретных кодов авторизации или любых платежных данных вашей банковской карты. Если вы начнете паниковать, риск ошибки действительно резко вырастет, но если вы спокойно, друзья, зайдете в свой личный кабинет на официальном сайте, то сможете напрямую перепроверить все подозрительные сообщения без лишнего риска. Убедившись, что это фальшивка, немедленно удаляйте письмо или отправляйте жалобу в отдел кибербезопасности. Один ваш неверный клик, друзья, под давлением этой искусственно созданной срочности может привести к финансовым потерям, а по данным подобных инцидентов, я напомню, средний ущерб от таких афер в Германии уже превышает отметку в 1000 евро на одного пострадавшего. При этом восстановление средств через банк зависит от конкретной ситуации и времени реакции. И это еще не все. Дальше новости о реформе в социальной сфере Германии, где правительство Фридриха Мерца подготовило жесткие изменения для части малообеспеченных граждан.
5 марта Бундестаг принял пакет поправок к второму тому социального кодекса СГБ-2, согласно которому популярное гражданское пособие Bürgergeld постепенно переводится к модели базового обеспечения Grundsicherung. Все новые правила поэтапно вступают в силу с 1 июля текущего года. Для большого числа людей это означает пересмотр условий. То есть планка защищенных личных ваших сбережений снижается, а меньшую часть накоплений теперь можно будет сохранить на банковском счете. Остальные средства в расчет могут учитываться при назначении помощи, поэтому финансовая подушка перестает быть неприкосновенной в прежнем объеме. Если разобраться в названиях, то привычные выплаты отныне в ряде документов будут проходить как пособие по базовому обеспечению, а сама система возвращается к формулировке «базовое обеспечение для ищущих работу». Понятно? Смена терминов для людей на самом деле не является тем главным фактором, но изменения по сути существенно увеличивают контроль над финансовым положением вас как заявителей. Основной принцип реформы звучит жестко. Каждый, кто способен трудиться, должен выходить на рынок труда. В отношении тех, кто систематически отказывается от предложения работы, предусмотрены усиленные меры давления, вплоть до немалого уменьшения выплат в предусмотренных законом случаях. При этом местные центры занятости, джоб-центр, получают расширенные полномочия и инструменты, чтобы активнее направлять вас, людей, к трудоустройству. До сих пор в Германии, вы знаете, действовали довольно-таки комфортные, условия для тех, кто временно оставался без работы, но успел накопить личную финансовую подушку безопасности. То есть в течение первого года получения пособия применялся такой исключительный период, когда контроль за банковскими счетами был менее строгим. В этот период, напомню, допускалось наличие более крупных накоплений. Первому заявителю разрешалось иметь до 40 тысяч евро личных сбережений, а вот на каждого последующего члена семьи, проживающего в одном домохозяйстве, лимит увеличивался примерно на 15 тысяч евро. Даже после завершения этого льготного, назовем так, периода сохранялся базовый порог защищенных накоплений, это около 15 тысяч евро на одного человека. Однако, друзья, с 1 июля система существенно меняется, и вместо прежнего подхода вводятся более жесткие возрастные лимиты. А теперь внимание, новая структура правил, которая фактически заставляет учитывать накопления с самого начала обращения в ведомство. Молодежь до 20 лет теперь может сохранить примерно до 5000 евро, граждане от 21 до 40 лет ориентировочно до 10 тысяч евро, люди среднего возраста от 41 до 50 лет около 12,5 тысяч евро, и только заявители от 51 года и старше получают максимальный ориентир в пределах 15 тысяч евро. То есть сравнение старых и этих новых условий показывает, что сильнее всего изменения затронут именно молодых людей. Таким образом, с июля любой человек, подающий заявление на базовое обеспечение, сталкивается с более строгой проверкой финансового положения уже на старте самой процедуры. Ведомства, джоб-центры могут учитывать накопления и банковские данные при расчете права на пособие, поэтому, друзья, большая часть личного вашего капитала перестает рассматриваться как полностью свободный резерв на период безработицы. Новые такие фискальные изменения создают и серьезное давление на тех жителей Германии, которые проявили финансовую дисциплину и годами, например, копили капитал через биржевые накопительные планы ETF или другие ценные бумаги. По аналитике влиятельного немецкого издания Frankfurter Rundschau, в ряде случаев при оформлении базового обеспечения может возникать необходимость учитывать или, например, сокращать инвестиционный портфель до того, как будет обработана выплата пособия. Особенно здесь спорный момент считается ситуация, когда такие действия могут происходить даже в период падения рынка, то есть когда стоимость долгосрочных вложений уже снижена. В эту инвестиционную зону риска чаще всего попадает работающая молодежь в возрасте до 40 лет, для которой ориентировочный порог защищенных активов, напомню, сейчас составляет около 10 тысяч евро. Но на самом деле вы понимаете, что накопить такую сумму относительно легко даже при обычной привычке регулярно откладывать часть дохода.
Поэтому человек, который ежемесячно инвестирует всего по 100 евро в широкий мировой индексный фонд, со временем может выйти на этот лимит уже в течение буквально нескольких лет. И здесь возникает довольно спорное противоречие в подходах властей Германии. С одной стороны, в рамках пенсионной реформы политики регулярно призывают граждан самостоятельно формировать накопления через рынок капитала, чтобы снизить ту нагрузку на государственную систему. А с другой стороны, новые правила создают дополнительные ограничения для таких накоплений в период обращения за социальной поддержкой. При этом традиционные консервативные программы вроде тех же пенсий, которые я вам рассказывал, Ристера или Рюрупа, пока остаются в прежней правовой зоне. А граждане, которые выбрали ETF и акции как основной инструмент накопления, могут столкнуться, конечно же, с более жесткой оценкой своих активов при временной потере дохода. Поэтому ужесточение правил по личным сбережениям – это лишь такая часть более широких изменений, поскольку Бундестаг одновременно увеличивает и требования к дисциплине соискателей. Да, друзья, например, если раньше за отказ от программ интеграции или неподачу документов выплаты могли снижаться постепенно, напомню, сначала на 10%, затем на 20% и так далее, то с первого числа подход становится более жестким. И в ряде случаев первое серьезное нарушение обязательств может приводить к сокращению пособия сразу примерно аж на 30% сроком до 3 месяцев. В вопросе личных визитов в ведомство правила также стали строже. Если за первый пропуск назначенной встречи обычно предусмотрено предупреждение, то есть без финансовых последствий, то уже за повторные неявки без уважительной причины могут приводить к уменьшению ваших выплат. При систематическом игнорировании требований вашего куратора возможно максимально жесткие меры, включая полное прекращение выплат, в том числе отдельных жилищных и коммунальных компонентов в рамках действующего законодательства. При этом на усиление контроля и мер по трудоустройству государство, друзья, внимание, выделяет довольно-таки большой ресурс. Сейчас локальные центры занятости, джоб-центр, будут дополнительно получать около 1 миллиарда евро ежегодного финансирования. В результате общий бюджет, как вы понимаете, программ интеграции вырастет до примерно 4,7 миллиарда евро. Все эти средства направляются на обучение, переобучение и мониторинг рынка труда. Принятая Бундестагом реформа по трансформации Бюргергельд в систему Grundsicherung уже получила окончательное одобрение Бундесрата 27 марта 2026 года, поэтому изменение переход в стадию внедрения. На этой аналитической ноте, друзья, наш полный обзор полностью завершен. Завтра я буду ждать вас здесь же со свежей порцией самых честных, глубоких и полезных новостей о законах, налогах и ваших деньгах в Европе. Если вам искренне понравился сегодняшний разбор про скрытые дефекты машин в рейтинге TÜV, фишинговые схемы под видом сообщений Amazon и WhatsApp и новые правила по сбережениям и инвестициям, обязательно подпишитесь, поставьте свой лайк и спасибо за просмотр до самого конца.